Всем привет! Это «Показывает не Москва» – программа о жизни российских регионов. С вами Фарида Курбангалеева. Даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. Из этого выпуска вы узнаете, почему многие губернаторы резко повысили выплаты контрактникам, а Путин считает, что большинство россиян зарабатывает по 200 тысяч рублей в месяц. Как в Якутии насильно отправляют на фронт вдовца, а его дочь забирают в детдом. Почему детский омбудсмен Татарстана выступает против закона о домашнем насилии? И как в СИЗО Ростова, где произошел захват заложников, можно было запросто купить ножовку, алкоголь, телефон и ночной киносеанс. В Нижнем Новгороде затопило дом, где недавно открыли первый в стране музей СВО. Ветшающую многоэтажку, построенную в 70-х годах, топят регулярно, и ее жильцы не раз жаловались на наплевательское отношение со стороны управляющей компании. Здесь вот вы видите, в каком состоянии у нас лестница находится. Лифты не работают несколько дней по той причине, что их просто затопило. Я не знаю, что там закоротило, нет. Вот недавно, осенью, сделали музей СВО. Он находится практически под нашим крылом, который вот так вот заливало. При таком-то фасаде внутренности вот такие. Вот у нас с одной стороны гордость России получается. Красивые трамваи, красивые троллейбусы, красивые фасады, а с другой стороны потемкинские деревни. Под музей отдали первый этаж здания, в котором располагался магазин «Дом книги». Место книг заняло оружие, манекены в военной экипировке, фотографии и личные вещи бойцов, которые отправились на войну. Нашлось даже место для списка врагов России, спонсирующих Украину. Это место гордости за наших героических бойцов. Данное пространство – это не просто музей, как мы привыкли видеть, да, это современный музей, где можно и прийти и посмотреть, где могут дети проводить различные мастер-классы. Вообще, открытие музея войны в разваливающемся здании советской эпохи глубоко символично. Денег на обычный ремонт нет, а на то, чтобы пафосно открыть экспозицию со всяким милитаристским хламом, находится. Неплохо, если бы в этом музее появился список врагов России, которые довели до такого состояния и этот дом, и тысячи других по всей России. И что-то подсказывает, что ни Зеленский, ни Байден здесь решительно ни при чем. Российские регионы стали стремительно повышать размеры единовременных выплат контрактникам. Таким образом, власти пытаются решить проблему стачивания. Так на армейском жаргоне обозначается гибель личного состава. Самые дорогие контрактники теперь в Карачаево-Черкесии. Там выплату подняли со 100 тысяч до 1,3 миллионов рублей, то есть увеличили более чем в 13 раз. В Краснодарском крае вознаграждение выросло в 10 раз, со 100 тысяч до миллиона. В Ростовской области выплаты контрактникам увеличились в 7 раз, со 100 тысяч до 700 тысяч рублей. До 1 с лишним миллиона рублей подорожали контрактники в Санкт-Петербурге, до 805 тысяч в Кабардино-Балкарии. В Ленинградской области при заключении контракта стали выплачивать 505 тысяч рублей, в Нижегородской – 500 тысяч. Интересно, что в регионах с самыми недорогими контрактниками индекс смертности на войне выше. И это объяснимо. У бедных субъектов нет денег, чтобы платить много. Но мужчины охотнее идут на войну, потому что и таких денег никогда не видели. Часто это вообще единственная возможность заработка. Например, в Тыве, которая в рейтинге качества жизни занимает последнее 85-е место, контрактники получают всего 100 тысяч рублей. И именно Тыва лидирует по уровню смертности на войне среди российских регионов. На втором месте по индексу смертности Бурятия. В рейтинге качества жизни она тоже в хвосте, на 81-м месте. Третье место по смертности на войне занимает Ненецкий автономный округ. Он на 75-м месте по уровню жизни. В Санкт-Петербурге и индекс смертности низкий, и место в рейтинге по качеству жизни второе. Выше только в Москве. И там на войне в Украине погибает только 1 человек из 1000. Невысокий индекс смертности и в Московской области, которая замыкает тройку лидеров по уровню жизни. Вообще за первые 4 месяца этого года контракты на войну подписали более 100 тысяч россиян. По мнению пресс-секретаря Кремля Пескова, это говорит о высокой степени внутренней мобилизации общества и консолидации вокруг президента Путина. Но очевидно, что у этого явления есть другая, гораздо более прозаичная причина. Люди становятся пушечным мясом за деньги, ведь средняя зарплата в России в разы ниже, чем выплаты военным. И денег на пушечное мясо власти решили не жалеть. Тем более, что контрактники остаются единственной альтернативой массовой мобилизации, которую Кремль так стремится избежать.
В Якутии насильно отправляют на фронт вдовца, а его 16-летнюю дочь собираются поместить в детский дом. Сергей Егоров был мобилизован осенью 22 года и приехал домой в отпуск. Пока он находился с семьей, его жена скоропостижно скончалась. По приказу Минобороны мобилизованные служат до конца войны, поэтому Егорова опять гонят в Украину. Мен Егорова Дарина Сергеевна демен икитейин жақсы сыллақпын. Атып жақы егер 16 күнігер ағам хәріттен келбеті отпускатыгар. Онлық күнін барары хәріттағанан балаған айын 12 күнігер ебетін күн сіреттен хоққымыттара. Онлық күніміт бейе суыттаға атамыт бұ өліқма суды сүгін суыттаппата. Ухата туралылар. По закону одиноким отцам, воспитывающим ребенка до 16 лет, полагается отсрочка. Но Дарине Егоровой уже 16, то есть отсрочка истекла. И государство упорно не оставляет попыток сделать из нее сироту. А отчаявшийся отец просит защитить его от чиновников, которые отправляют его на верную смерть. В Якутии на этой неделе был и сам Путин, впервые за последние 10 лет. Во время поездки он заявил, что большинство россиян зарабатывает по 200 тысяч рублей в месяц. 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части граждан Российской Федерации. Между тем, по данным Росстата, средняя зарплата россиян за февраль этого года составила 78 432 рубля. При этом понятно, что даже таких денег упомянутое большинство не зарабатывает. Реальные доходы людей намного ниже, особенно в бедных регионах. Но у Путина своя статистика и своя логика. Возможно, людьми он считает только военных, которые готовы за него умереть. Они действительно получают приличные деньги. А остальные 100 с лишним миллионов человек не в счет. Как и положено, визит Путина в Якутию принес кучу неудобств местным жителям. Наша подписчица прислала видео с перекрытыми улицами и автотрассами Якутска, на которых образовались многокилометровые пробки. Застрявшие в них люди не скупились на радостные эмоции по поводу визита московского гостя. Сколько дорог перекрыто, где им и не пахнет. Зачем? Одни неудобства для простых смертных. Стою 40 минут, почти у дома. Я домой хочу, я голодная, помогите. На объездной стоим тоже минут 40, тут просто сил нет уже. Я стою уже второй час на остановке, ушла пешком, но далеко живу, вот и приходится страдать. Во время поездки в Якутию Путин в очередной раз пообещал построить мост через Лену. Он сделал это уже в 4-й раз за 6 лет. Ранее проект «Сибирь-Реалии» подсчитал, что многие российские долгострои можно было бы уже закончить, если бы Кремль не тратил деньги на войну. Например, мост через Лену или железная дорога в Тыву стоит всего как 4,5 дня войны в Украине. А новый аэропорт Омска обойдется всего в 1,5 дня боевых действий. Но у Кремля свои приоритеты. Денацифицировать Украину важнее, чем строить мосты и дороги у себя дома. Идея денацификации наверняка особенно популярны в Тюмени, где неизвестные распространяют листовки с призывом плодить детей только от настоящих русских. Сразу 2 наши подписчицы обнаружили их на детской площадке и в почтовом ящике. На детской площадке возле Голышева 10А ждали вот такие сюрпризы. И это при том, что в нашем доме несколько интернациональных семей. Сегодня это только угрозы на бумажке, а завтра что? В полиции Тюмени пообещали дать листовкам правовую оценку и при необходимости принять меры, цитата, правового характера. Хотя и так понятно, что они вполне подпадают под уголовную статью о разжигании межнациональной розни. Но, согласитесь, всегда приятнее искать нацистов где-то в чужой стране, тем более, что в России их никогда не было и быть не может. В Казани отец жестоко избил ребенка. Это зафиксировала видеокамера домофона. После ударов мальчик упал, и у него начались судороги. При этом мужчина не давал подойти к нему ни матери, ни сестре. У девочки, которая пыталась защитить брата, началась истерика. После огласки в СМИ против мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Соседи утверждают, что он избивает сына уже не в первый раз.
Почти одновременно с этой чудовищной историей детский омбудсмен Татарстана заявила, что не допустит принятия в России закона о домашнем насилии, так как он, по ее мнению, подрывает фундамент института семьи, как это уже произошло в европейских странах. Ирина Волынец заявила, что сторонники законопроекта манипулируют фальшивой статистикой и лгут, что число преступлений в отношении членов семьи растет. По данным МВД, не более 1000 убийств ежегодно происходит в отношении супругов. При этом большая часть приходится не на женщин, а на мужчин. На мужчин, как правило, доведенных до отчаяния женщинами. Между тем, согласно опросу социологической службы Russian Field, за принятие закона о домашнем насилии высказываются 95% женщин и 83% мужчин-респондентов. А консорциум женских неправительственных объединений констатировал, что в 2020 и 2021 годах 71% убитых в России женщин погибли от рук партнера или родственника. Надо сказать, что это не первое заявление Ирины Волынец, которое вызывает оторопь. Раньше она призывала на День всех влюбленных рассылать друг другу сталентинки, а также предлагала запретить в России субкультуру фурри. Это когда люди переодеваются в животных и копируют их поведение. Волынец утверждала, что это диверсия, направленная на расчеловечивание людей. Сама детский омбудсмен некоторое время назад предпочитала не переодеваться, а раздеваться. Ирина проиграла, снимая с себя 9 предметов. Как получилось, что человек с таким бэкграундом и мышлением занял пост детского омбудсмена, остается только гадать. Возможно, когда-нибудь мы и узнаем голую правду. Но очевидно, что такая Волынец очень удобна Кремлю. Как пишет издание «Верстка», там пообещали РПЦ не принимать закон о домашнем насилии как минимум до окончания войны в Украине. А депутатов Госдумы попросили, цитата, «не педалировать тему с вернувшимися СВОшниками, которые избивают своих жен». На этом фоне практически фрондой звучит выступление главы Думской комиссии по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, которая призвала защитить россиян от бывших заключенных, возвращающихся с войны. Поводом стала жуткая история в городе Топки Кемеровской области, где бывший зэк и наемник убил 12-летнюю девочку. Он признался, что пытался ее изнасиловать, а потом задушил и скинул тело в колодец. Останина заявила, что это убийство обнажило угрозу, с которой россияне сталкиваются уже не в первый раз. Будучи председателем Комитета Госдумы по защите семьи, я обязана предупредить, что подобные трагедии будут происходить все чаще. Вернувшись с фронта, эти люди оказались не социализированы и представляют опасность для общества. Надо сказать, что почти каждый день в новостных сводках появляются сообщения о том, что побывавшие на войне зэки кого-то убили, ограбили, изнасиловали или избили. И до сих пор депутаты как будто этого не замечали. Возможно, им было просто неловко говорить о преступлениях героев СВО, ведь сам Путин назвал их новой российской элитой, на которую должна опираться власть. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении. Возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты. Нет сомнений, что в самых крупных отечественных проектах новая путинская элита с уголовным прошлым обязательно проявит свои таланты в полную силу, и мы еще от этого не раз вздрогнем. О том, что из себя представляет самый непохожий на другие российский регион, рассказывает двухчасовой фильм «Вертикаль Кадырова. Полная крови биография», который на этой неделе выпустило издание «Проект». По мнению расследователей, при Кадырове Чечня фактически вышла из российского правового поля, став уникальным субъектом, где есть своя армия, свое шариатское законодательство и где воруются колоссальные деньги. В фильме объясняется, каким образом семья Кадыровых пришла к власти в Чечне в 1999 году при поддержке спецслужб и бандитов. Источники утверждают, что в обмен на лояльность Кремлю российские власти предлагали отцу Рамзана $5 миллионов наличными, дом в Сочи, а также возможность беспрепятственно заниматься рэкетом в большом российском городе, например, Новороссийске. Согласно расследованию, сейчас семья Кадыровых тайно владеет компаниями, через которые обналичивает бюджетные деньги. Это Бинофон,
«Орбита» и «Изумруд». Согласно отчетам, эти фирмы-однодневки владеют активами на 150 миллиардов рублей. Сумма поступлений в Бинофон только за 2023 год составила 64,8 миллиарда рублей. Это почти 700 миллионов долларов. На треть эти деньги прямо или косвенно поступили из бюджета Чечни. При этом ежегодно в Чечню из федерального бюджета поступает более миллиарда долларов на сбалансированность бюджета республики. Кроме этого, еще поступают деньги на зарплаты бюджетников и другие выплаты. При этом сам Кадыров говорил, что ежегодно Чечня получает от России свыше 300 миллиардов рублей. Это примерно 3 миллиарда долларов. При этом средняя зарплата в Чечне составляет всего около 30 тысяч рублей. И каждая третья семья в республике живет за чертой бедности. То есть Кадыров вместе с приближенными просто разворовывает предназначенные для чеченцев деньги. Проект считает, что окружение главы Чечни может быть причастно ко многим громким политическим убийствам. В частности, чеченский след есть в убийствах политика Бориса Немцова, журналистки «Новой газеты» Анны Политковской и сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Многие из этих уголовных дел недорасследованы. Если считать от момента подозрительной гибели его отца в 2004 году, Кадыров-младший управляет своим регионом уже 20 лет. Это дольше, чем любой другой губернатор в России. За эти годы Путин встречался с этим преступником не менее 30 раз, и почти всегда Кадыров по итогам переговоров выкладывал фотографию, на которой оба выглядят очень довольными друг другом. Однажды мы спросили у высокого московского чиновника, в чем секрет неприкосновенности Рамзана Кадырова. Помните его ответ, когда будете смотреть наш фильм. Между Путиным и Кадыровым действительно много общего. Оба говорят про семейные ценности и имеют детей от разных женщин. Оба назначают на госдолжности своих родственников. Например, племянница Путина Анна Цивилева на этой неделе стала заместителем министра обороны. Оба воруют и строят себе дворцы, и оба готовы убивать оппонентов. Кадыров на обвинение проекта никак не отреагировал. Да и Путин совершенно точно знает, что все сказанное неправда. Это чушь. Все выговорили из носа и размазывали по своим бумажкам. 15-летний школьник Арсений Турбин из Орловской области получил 5 лет воспитательной колонии за листовки с критикой Путина. Суд признал его виновным по статье об участии в террористической организации. По версии следствия, школьник вступил в Легион Свобода России, который воюет на стороне ВСУ. Сам Арсений свою связь с организацией отрицает и утверждает, что распространял листовки из личных убеждений. В прошлом году Арсений позвонил в прямой эфир телеканала «Дождь» и поделился своим мнением о проблемах с образованием и коррупцией в России. После этого мать школьника вызывали в учебное заведение для беседы, а его самого травили одноклассники. Такого решения суда мы никак не ожидали, если честно. Арсений заплакал в конце, обнял меня и сказал: «Мама, прости, что я тебя так подвел. Но я не знал, что я что-то нарушаю». Мемориал признал Арсения Турбина политзаключенным. Правозащитники подчеркивают, что связь школьника с Легионом Свободы России силовикам установить не удалось. А в листовках экспертиза не выявила ничего, цитата, кроме негативной оценки деятельности и личности Путина, что преступлением не является. Но для российской власти этого уже достаточно, чтобы забрать в тюрьму со школьной скамьи. На прошлой неделе большой резонанс вызвал захват заложников в ростовском СИЗО, когда 6 заключенных выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть, где отобрали у силовиков оружие. Захватили Куфаров в плен, иншаллах. Он сюда приезжает до около. Александр, есть что сказать? Интересно, что СИЗО позиционировало себя как бастион, из которого не сможет выбраться ни один заключенный, с царящим внутри строгим порядком. В публикации ВКонтакте, которая вышла меньше, чем за неделю до ЧП и красуется там до сих пор, рассказывается, что за изолятором ведется круглосуточное наблюдение, что сотрудники службы охраны бдительны и неподкупны, а сама она на протяжении последних лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области. И вот выяснилось, что захватившие заложники
заложников террористы вскрыли окно ножовкой, купленной по месту отсидки. По данным телеграм-канала «Шот», несколько надзирателей организовали в СИЗО незаконный канал поставок запрещенных предметов. Из-под полы можно было купить почти все, что угодно – телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере. Они проходили с 7 вечера до 6 утра. Телеграм-канал даже опубликовал прайс на товары и услуги в ростовском СИЗО. Например, сим-карту можно было приобрести за 1500 рублей, телефон кнопочный – за 10 тысяч, сенсорный – за 25. За литр виски просили 15 тысяч рублей, за аренду телевизора – от 5 до 25 тысяч. Ну а ножовку, которой террористы распилили решетку на окне, им продали за 2500. В общем, с небольшими деньгами в ростовском СИЗО можно было неплохо устроиться, тем более, что сидельцы в этом заведения были не какие-то опасные политзаключенные, которые пишут ужасные вещи про власть и лайкают недозволенные посты в Фейсбуке. Тех, понятно, конвоируют по 10 человек и чуть что бросают в СИЗО. Странно, что среди услуг, которые оказывали заключенным в Ростове, не было изготовления дубликатов ключей от камер. Это показывала не Москва, программа о жизни российских регионов. Новую подборку самых важных и любопытных событий мы представим на следующей неделе. Ведь даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. С вами была Фарида Курбангалеева, с недавних пор террористка и экстремистка, объявленная в розыск на территории Российской Федерации. Берегите себя и до встречи.